Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сейчас самый разгар клубничного сезона, и в этом видео я собрала 3 самых вкусных и красивых торта с ароматной клубникой. Эти торты все разные в приготовлении и каждый вкусный по-своему. Первым приготовим творожный торт с клубникой без выпечки. Торт получается легким, очень вкусным и красивым. Такой торт можно приготовить на праздничный стол, а так как он легко готовится, можно сделать его и для домашнего чаепития. Сперва замочим желатин. 30 грамм желатина высыпаем в железную мисочку и сюда же наливаем 100 мл воды. Желатин с водой хорошо перемешиваем и оставляем набухать примерно на 15-20 минут. Делаем творожный крем. Я измельчаю творожную смесь в 2 подхода, так как за один раз все не помещается. Всего понадобится 500 грамм творога, 350 мл сметаны, 350 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все измельчаем до однородности. Творожную смесь перекладываем в отдельную миску. Приблизительно 300 грамм клубники нарезаем пластинками. Подготавливаем форму, в которой будем складывать торт. Я взяла кулинарное кольцо и выставила размер 18 см. В качестве дна я использую пищевую пленку. Чтобы пленка хорошо приклеилась к торту, я его немного смачиваю водой. Кольцо ставим на ровную поверхность. Набухший желатин растапливаем, постоянно перемешивая на маленьком огне примерно до 50 градусов. Растопленный желатин вливаем в творожную смесь и перемешиваем. Творожная смесь должна быть комнатной температуры. Складываем торт слоями. Сначала на дно наливаем немного творожного крема. На него кладем слой песочного печенья. Всего понадобится примерно 200 грамм печенья. Заливаем его небольшим слоем крема и выкладываем половину нарезанной клубники. Снова заливаем кремом и опять повторяем: печенье, крем, клубника, крем, печенье и крем. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 4 часа. Застывший торт вынимаем из формы. Для этого ножом проводим по краю формы, отделяя торт. Еще больше разных тортов без выпечки смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Торт переставляем на блюдо. По бокам торт украшаем вафельными трубочками. Трубочки обрезаем так, чтобы они были немного выше торта. Для торта диаметром 18 см мне понадобилось 600 грамм вафельных трубочек. Трубочки клеим к бокам торта. Для того, чтобы трубочки случайно не упали, и для красоты перевязываем торт красной атласной ленточкой. Сверху торт украшаем помытой клубникой. На украшение торта ушло 700 грамм клубники. Хвостики у клубники я не обрезала для красоты, вы можете сделать на свое усмотрение. Творожный торт с клубникой получился очень нежным и с приятным сливочно-ягодным вкусом. Такой десерт без сомнения станет вашим самым любимым в сезон клубники. Вторым приготовим очень легкий и вкусный клубничный торт. Такой торт отлично подходит в качестве десерта в летнюю жару. Готовится он несложно, а на столе выглядит красиво и празднично. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит. 4 яйца разделяем на белок и желток. Белки взбиваем миксером и постепенно добавляем 80 грамм сахара. Взбиваем до плотной и устойчивой пены около 3-5 минут, в зависимости от мощности миксера. В взбитые белки добавляем 4 желтка по одному, при этом постоянно взбивая миксером. Во взбитые яйца просеиваем 100 грамм муки в 3-4 подхода. После каждого недолго взбивая миксером на маленьких оборотах. Должно получиться воздушное однородное тесто. Готовое тесто перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Аккуратно распределяем тесто по форме. Бока формы ничем смазывать не нужно.
Бисквит ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, печем 30-35 минут. Испеченный и остывший бисквит вынимаем из формы. Сверху бисквит выравниваем ножом и срезаем верхнюю корочку. Бисквит разрезаем на две одинаковые части. Собирать торт я буду с помощью кулинарного кольца и ацетатной пленки. Кулинарное кольцо ставим на блюдо и кладем один бисквитный корж. Между кулинарным кольцом и бисквитом ставим ацетатную пленку и прижимаем ее с помощью кольца к бисквиту. Готовим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем 100 мл воды и насыпаем 100 г сахара. Все ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты. Готовый сироп остужаем до комнатной температуры. Теперь приготовим крем для торта. В металлическую мисочку насыпаем 40 г желатина и наливаем 250 мл холодной воды. Желатин хорошо перемешиваем и оставляем набухать примерно на 15 минут. В измельчитель кладем помытую клубнику без хвостиков и измельчаем до однородности. Всего понадобится 600 г свежей клубники. В отдельную миску кладем 400 г творога. Наливаем 500 мл йогурта без добавок. Насыпаем 150 г сахара и 8 г ванильного сахара. Творожную массу хорошо пюрируем с помощью погружного блендера. К измельченной творожной массе добавляем клубничное пюре и хорошо перемешиваем. Желатин уже набух. Распускаем его на маленьком огне и доводим до температуры около 50 градусов. Нагретый желатин добавляем в клубнично-творожный крем тонкой струйкой, при этом постоянно перемешивая миксером на маленькой скорости. Сразу после приготовления крем получается достаточно жидким, оставляем его на столе примерно на полчаса, чтобы он немного загустел. Подготовленный бисквитный корж хорошо пропитываем сахарным сиропом. Сверху выливаем половину уже немного загустевшего клубничного крема. Кладем второй бисквитный корж. Этот бисквит тоже хорошо пропитываем сахарным сиропом. Выливаем оставшийся клубничный крем и равномерно распределяем его по всей форме. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Для украшения торта разводим пачку клубничного желе в 350 мл горячей воды. Жидкости для желе я беру примерно на 25% меньше, чем указано в инструкции. Все перемешиваем до полного растворения желатина и оставляем остывать до комнатной температуры. 400 г свежей клубники нарезаем пластинками. Подготовленную клубнику красиво выкладываем кругами на застывший торт. Клубничное желе уже остыло. Аккуратно с помощью ложки наливаем желе на каждую клубничку. На этот этап уходит примерно третья часть желе. Если все желе вылить на торт сразу, то украшение из клубники всплывет и не будет красивого узора. Торт ставим в холодильник застывать примерно на 15 минут. Когда первый слой застынет, заливаем все остальное желе. Торт опять ставим в холодильник застывать примерно на 2 часа. Готовый торт вынимаем из кольца и аккуратно снимаем ацетатную пленку. Ссылки, где можно купить кондитерское кольцо и ацетатную пленку, я оставлю внизу в описании под видео. Торт с клубникой получился красивым и вкусным. В нем отлично сочетается воздушный бисквит с нежным клубнично-творожным кремом, а свежая и ароматная клубника сверху придает этому торту яркий и аппетитный вид. Обязательно приготовьте такой торт, порадуйте своих родных и близких. Третьим приготовим торт «Клубничный поцелуй». Само название уже говорит, насколько он вкусный и ароматный. Готовится несложно и отлично подходит на праздничный стол.
Приготовление торта начинаем с выпечки бисквита. 6 яиц разделяем на желток и белок. Белки начинаем взбивать постепенно, добавляя 6 столовых ложек сахара. Белки с сахаром обязательно взбиваем до крепкой устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтку, не прекращая взбивания. В эту массу просеиваем 6 столовых ложек с горкой муки в 2-3 подхода. Перемешиваем миксером на самых низких оборотах и недолго. Если у миксера нет маленьких оборотов, то тесто лучше перемешивать вручную лопаткой. Более подробное видео, как правильно испечь бисквит, есть у меня на канале, ссылка на экране или внизу под видео в описании. Для торта понадобится 2 вида бисквита, поэтому берем 2 формы для выпечки и застилаем их пергаментной бумагой. Диаметр форм 21 см. В одну форму выкладываем третью часть теста и распределяем ее по форме. В оставшееся тесто добавляем 4 столовых ложки мака и аккуратно вымешиваем лопаткой, чтобы не выгнать весь воздух из теста. Получившееся тесто с маком перекладываем во вторую форму для выпечки. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Первый бисквит выпекаем приблизительно 15 минут, а второй 30-35 минут. Пока выпекаются бисквиты, займемся приготовлением начинки. В миску насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 75 мл воды. Перемешиваем и оставляем набухать. Желатин понадобится немного позже, а сейчас займемся приготовлением заварного крема. В кастрюлю наливаем 400 мл молока, насыпаем 10 грамм ванильного сахара и ставим закипать на огонь. Пока нагревается молоко, в другую кастрюлю насыпаем 100 грамм сахарной пудры, 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку крахмала. Все перемешиваем. Сюда же добавляем желтки и опять перемешиваем, насколько это возможно. Как только молоко закипело, примерно четвертую его часть заливаем в миску и хорошо перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Затем выливаем все остальное молоко, перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь. Варим крем, постоянно перемешивая на небольшом огне, пока не загустеет. Готовый крем снимаем с огня и оставляем полностью остыть. К этому времени бисквиты испеклись и немного остыли. Вынимаем их из форм, снимаем пергаментную бумагу и кладем на решетку остывать. Берем полкилограмма клубники и 9 самых красивых клубничек оставляем для украшения торта. Всю остальную клубнику кладем в блендер, насыпаем 4 столовых ложки сахара и измельчаем. Получившуюся клубничную массу выливаем в мисочку. Набухший желатин ставим на плиту на маленький огонь. Растапливаем желатин, постоянно перемешивая. Растопленный желатин наливаем в клубничную смесь. Все хорошо перемешиваем. Готовим 2 формы для заливки клубничного желе. Форму выстилаем пищевой пленкой. Диаметр формы 21 см. Клубничное желе разливаем в 2 формы поровну в каждую. Распределяем желе по формам и ставим застывать в холодильник. Варим сироп для пропитки бисквита. В миску насыпаем полстакана сахара и полстакана воды. Ставим на плиту, доводим до кипения. Кипятим 1-2 минуты, снимаем с огня и остужаем. Заварная основа уже остыла, продолжаем готовить заварной крем. В миску кладем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Масло взбиваем миксером до бела и увеличение его в объеме. Во взбитое масло по 1 столовой ложке добавляем заварную основу, при этом постоянно взбивая. Это делается для того, чтобы крем получился воздушным и нежным. Крем готов, подготовим бисквиты. У бисквитов срезаем верхнюю корочку. Это можно и не делать, но тогда торт в разрезе будет не такой красивый и ровный. Маковый бисквит разрезаем струной на 2 коржа. Начинаем сборку торта. Для того, чтобы торт получился ровным и красивым, собираем его в форме. Первым кладем маковый бисквит. Все бисквиты обязательно пропитываем сахарным сиропом. Это сделает торт более влажным и приятным на вкус.
На бисквит выкладываем четвертую часть приготовленного заварного крема. Слоев из крема будет 4. Сверху крема аккуратно выкладываем застывшее клубничное желе. На желе наносим слой из заварного крема. Кладем белый бисквит. Слой из крема. На него кладем второе желе. Опять наносим слой из крема. Завершаем сборку маковым бисквитом. Торт сверху накрываем пищевой пленкой и ставим настаиваться на ночь в холодильник. Прошла ночь, торт настоялся, займемся его украшением. Готовим белково-заварной крем. В миску насыпаем 240 грамм сахара, наливаем 80 мл воды и щепотку лимонной кислоты. Все ставим на плиту, варим сироп на среднем огне. Пока нагревается сироп, подготавливаем белки. Берем белки из 4 яиц. Как только сироп закипит и нагреется примерно до 110 градусов, начинаем взбивать белки. Сначала начинаем взбивать на низкой скорости, постепенно ее увеличивая до максимума. В процессе взбивания в белки добавляем 10 грамм ванильного сахара. Как только сироп достигнет 118 градусов, снимаем его с плиты и тонкой струйкой вливаем в белки, при этом постоянно перемешивая. Взбиваем белки с сиропом примерно 10 минут до получения гладкого блестящего крема. Готовый крем должен хорошо держать форму и иметь плотную структуру. Крем перекладываем в кулинарный мешок и начинаем украшать торт. С помощью плоской насадки равномерно наносим крем на торт. После того, как торт полностью обмазали кремом, выравниваем его с помощью шпателя. Если на поверхности торта образовались ямки, то заполняем их кремом и опять выравниваем шпателем. Повторяем такую процедуру до тех пор, пока не удовлетворит результат. Затем вставляем насадку звездочка и украшаем торт по низу. Сверху наносим полосы из крема, делая квадраты. Еще больше разных красивых и вкусных тортов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. И последнее украшение – это клубника, кладем ее в квадраты. Вот такой необычный получился торт «Клубничный поцелуй». Он очень красивый сверху и точно такой же красивый в разрезе. Торт вкусный, нежный, ароматный, просто тающий во рту. Всем рекомендую его приготовить. Если вам понравились такие рецепты тортов с клубникой, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.